Уже 10 июня стартует очередной сезон мужской волейбольной лиги наций, который многие ждут с огромным нетерпением. Сможет ли Польша отстоять свой титул? Вернется ли Япония в борьбу за медали? Каким получится дебют для Бельгии? И сможет ли Болгария после сенсационного чемпионата мира подтвердить свой статус? И в этом волейбольном марафоне. Ответы мы узнаем в начале августа. Меня очень часто просили сделать некий анонс к турниру, поделиться своими прогнозами, но составы команд, а тем более их задачи на такой длительный турнир — это что-то из разряда лотереи. Хотя мне кажется, что порой лотерею выиграть проще, чем угадать, какие игроки будут участвовать на определенном этапе и какие цели преследует тренерский штаб. Кто-то захочет показать свой максимум, кто-то решит проверить весь свой список кандидатов в сборную, а кто-то и вовсе не будет преследовать никаких серьезных задач на Лигу наций 2026 года. Поэтому в этом видео я предлагаю познакомиться с форматом предстоящих баталий, а после пробежаться по расширенным спискам игроков национальных сборных и понять, кого нам стоит ждать на наших экранах, а кого, к сожалению, мы не увидим. Итак, 18 лучших команд в рамках 3 игровых недель выяснять, кто же попадет в финальную восьмерку и продолжит битву за медали. Китай вновь примет финальный этап, так что они уже точно окажутся в плей-офф. И, вспоминая прошлый сезон, борьба за оставшиеся 7 путевок в матче на вылет обещает быть космической. Каждая команда проведет по 12 матчей в рамках группового этапа. Так что да, как и было ранее, не все команды смогут встретиться между собой. Напомню, что всего у нас участвует 18 сборных, а матчей группового этапа лишь 12. И слово «лишь» подходит только для такого контекста, потому что для игроков это будет безумное испытание. Первый этап пройдет с 10 по 14 июня, где своих гостей будут принимать Оттава, Канада, Бразилия, Линь, Китай. Затем с 24 по 28 июня свои двери для волейбольного праздника распахнут Орлеан, Франция, Глявице, Польша и Любляна, Словения. А самый острый этап регулярки состоится с 15 по 19 июля, где Белград, Сербия, Чикаго, США и Кансай, Япония выявят тех, кто продолжит борьбу за медали. Финальный этап пройдет в Нинбо, Китай, с 29 июля по 2 августа. Бронзовый призер турнира получит $300 тысяч, серебряный — 500 тысяч, а команда-победитель заберет $1 миллион. MVP турнира получит $70 тысяч, за попадание в символическую сборную игрок удостоится $10 тысяч. И как я говорил ранее, сейчас у нас есть только расширенные списки игроков, которые могут выступить на предстоящем турнире. В какой момент, кто конкретно появится и появится ли вообще, мы уже будем узнавать по ходу событий. Например, у девушек состав игроков на первую игровую неделю был опубликован практически перед самым началом соревнований. А теперь перейдем к составам. И начнем, наверное, с действующих победителей Лиги наций, сборной Польши. По большому счету, в расширенном списке присутствуют практически все звезды. Разве что мы не увидим Бартоша Курика, Норберта Хубера, а также из-за травмы турнир пропустит Бартош Беднаш. И пока я писал сценарий, стало известно, что из-за состояния здоровья международный сезон вновь пропустит Матеуш Бенек. Зато возвращается в состав Александр Сливка, который уже успел принять участие в традиционном товарищеском турнире. А также снова получает свой шанс Миколай Савицкий, который отбывал дисквалификацию за использование допинга, как позже выяснилось, ложную. Ну и само собой нас ждет очередная серия из цикла «А какого польского диагонального Никола Гербич продемонстрирует всему миру». Прекрасный шанс закрепиться в основе получит Бартош Гамулка, но также свой очередной шанс получит и Алекс Насевич. В том, что сербский специалист точно даст поиграть всей своей обойме игроков, сомневаться не приходится. И раз уж мы заговорили про допинговые скандалы, то нельзя и не вспомнить про сборную Японии. Чем больше к тебе приковано внимание, тем больше шансов, что могут всплыть какие-то неприятные подробности. Перед стартом Лиги наций сборная Японии получила серьезный репутационный удар.
Центральный блокирующий Шуничиро Сато был арестован в Токио за подозрение в хранении каннабиса. По данным японских СМИ, вещество нашли после того, как он оставил свои вещи в зале игровых автоматов. Федерация волейбола Японии быстро отреагировала. Сато исключили из состава национальной команды, а у остальных игроков провели проверки. По сообщениям, тесты сборников оказались отрицательными, поэтому на данный момент это не какой-то масштабный скандал, а дело одного игрока. Но для Японии, где к наркотикам относятся крайне жестко, история получилась все очень громкой, особенно на фоне имиджа этой команды как одной из самых дисциплинированных в мировом волейболе. А особенно неприятны все эти новости после не самого удачного международного сезона в 2025 году. Но давайте перейдем к более приятным новостям. В состав возвращается Юджи Нишида, который как раз таки пропускал все выступления за национальную сборную в прошлом году, так что здесь у японских болельщиков точно появятся поводы для радости. И даже есть вероятность, что капитан Юки Ишикава выступит в рамках первой игровой недели. Меня слегка удивило отсутствие Масаки Ои, но при этом наличие Рё Шимакавы. Если честно, резервный связующий Сандбёрдс настолько редко появляется на площадке, что я даже забыл, как он выглядит. Но попасть в состав национальной сборной это ему не помешало. Ну и слегка обидно за Алана де Армаса, имя которого уже не первый раз фигурировало в расширенных списках, но до игровой практики в составе сборной Японии дело вновь не дойдет. Дальше поговорим про действующих чемпионов мира и Италию. Наверное, это самая непредсказуемая команда. Они могут весь сезон играть почти одной шестеркой, а после на плей-офф привести резервистов. В расширенной заявке есть все главные звезды, в том числе Алессандро Микелетто. Шансы на появление доигровщика минимальные, но они не равны нулю. Было бы интересно посмотреть на Номори Кейта в составе новой национальной сборной, но чтобы уладить все нюансы по смене спортивного гражданства и возможности выступать за Италию, как минимум придется пропустить текущий международный сезон. В сети уже появился предварительный состав на первую игровую неделю, где шанс получат молодые связующие Поро и Бонинфанте, а в роли капитана, как и в товарищеских матчах, может выступить Маттия Боттола. Не зря я в начале видео задавался вопросом о том, сможет ли Болгария удержать свой уровень. В преддверии Лиги Наций они объявили о том, что продлили соглашение с главным тренером Джан Лоренцо Бленджини, а он в свою очередь озвучил состав на первую игровую неделю. И здесь практически все основные исполнители. В том числе с первых же матчей на площадке появятся и братья Мони и Алекс Николовы, и даже Алекс Гражданов. Так что эта банда настроена на бодрый старт. Как думаете, какое место займет Болгария в этом сезоне Лиги Наций? А вот французы по полной идут обкатывать своих молодых игроков. Уже известно, что Лигу Наций пропускают Нгапет, Патри, Гребенников, Шининьезе и Ти. Фор, Карл и Хили Рено пропустят старт национального сезона из-за небольших проблем со здоровьем. Всю эту молодую гвардию собрался наставлять Тревор Клевино, который, как и в прошлом сезоне, готов врываться на площадку с первой же недели. Антуан Берзар, скорее всего, примет участие в первых матчах Лиги Наций, но присоединится к команде непосредственно в Оттаве, где они проведут первый этап. Стефан Бое также есть заявки на турнир, но пока нет понимания, когда он сможет помочь своей команде. Переходим к сборной США. Карч Керай после смешанных чувств от своего дебютного сезона в мужской национальной сборной теперь уже может помечтать о первых медалях, потому что в состав возвращаются многие звездные игроки. Да, Аарон Рассел все так же решил восстанавливаться после изнурительного клубного сезона, но зато доступны будут Дефалько, Кристенсен, Эверилл, Шоджи и Андерсон. Мэтт и вовсе может помочь своей команде с первых недель, так что конкуренция обещает быть еще жарче, чем обычно. Нельзя забывать и про сборную Бразилии. Здесь тоже могут себя проявить молодые волейболисты, про которых не так много слышала мировая общественность. Куда больше упоминаний в СМИ имеют братья Соуза, но Алан точно пропустит Лигу Наций, а вот участие Дарлана на домашнем этапе остается под вопросом. Диагонально имеет небольшие проблемы со здоровьем и пропустил весь тренировочный сбор, поэтому будем следить за активными событиями уже непосредственно перед стартом турнира. Наверняка следует ждать сюрпризов и от сборной Ирана. Пусть и со старта к ним не присоединится Амин Исмаил-Нижат, но главное преимущество может стать то, как бы это странно и страшно не звучало, что из-за напряженного положения в стране волейболисты почти все время будут проводить на сборах и сразу будут выдвигаться к месту проведения соревнований, а не возвращаться домой. И такой уровень сплоченности и сыгранности может очень сильно помочь в борьбе за плей-офф, ведь в прошлом году они были максимально близки к этому.
Сборная Словении продолжает надеяться на свою бессмертную гвардию ветеранов. В этом сезоне у них, быть может, преимущество. Часть игроков неплохо сыгралась во время выступления за Любляну. Рок Можич здоров и готов помочь своей команде, но, к сожалению, будет отсутствовать Клемент Чебуль. Кубинцы тоже могут подарить нам много ярких впечатлений. Большая часть ключевых исполнителей на месте. Ребята с Острова Свободы не досчитаются только Мергареха, Гутьерреса, ну и Реры, которого я уже не помню, когда в последний раз видел в составе национальной команды. Хотя позиция диагонального чаще всего является основной проблемой для этой сборной. Любопытно будет взглянуть на дебютантов в Бельгию, где главный тренер Эммануэль Занини готовит очень интересный тактический ход, и он уже наигрывает Регерса на позиции доигровщика, чтобы поразить всех соперников своей огневой мощью, потому что на позиции диагонального может блеснуть Дермо. Где-то немного напряглась Перуджа, которая сделала ставку на Ферре в надежде, что он заменит блистательного Бентару. А так, из интересных имен мы ждем возвращения Олега Плотницкого, Стефана Мара, Эрика Лепке. Линус Эбер, несмотря на смену главного тренера в сборной Германии, все равно остается вне состава. Также пропустят Лигу наций Маккарти, Бадипур, Донани, Лима Карличек и некоторые другие звезды. Но в любом случае я уверен, что вновь этот марафон подарит нам массу крутых эмоций. И я очень надеюсь, что смогу доносить до вас самые яркие новости с кортов этого турнира. Так что обязательно поддержите ролики вашей активностью, если хотите регулярных обзоров. Все предварительные составы и расписание турнира можете посмотреть по ссылке, которую оставлю для вас в описании. Не забудьте поделиться вашими мыслями о том, кто удивит нас в этом сезоне, а кто может разочаровать. Жду ваше мнение внизу в комментариях. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.